во-первых, этот конкурс в своей массе, конечно, любительско-самодеятельный. Почему? Потому что, наверное, поголовно все не имеют музыкального высшего образования. Я правильно говорю? Да. Почему высшего, даже среднего? Ну, я имею в виду профессионального отношения к этому, потому что музыке учатся люди по 20 лет, по 15 лет. Это не, это... Простите, я музыкант. Какое Мы говорим поголовно. Какое у вас образование? Фортепианный факультет музыкального училища. Ну так фортепианный нет. Вам не хватило слова, давайте я вам дам. Нет, я очень спешу, поэтому я хотела, влезла, хотела спросить номер 13. Так, сейчас. Наконец-то сразу по делу. Вот что значит женский подход к жизни. Муж после операции Да. Вы имеете в виду в номинации эстрада? Нет, шансон. Сейчас, извините, сейчас. Балакуни такая. Ну, сейчас, подождите секунду. Видите, бумажки. Вот. Это ария графа Аль-Мальди. Да. Значит, смотрите. Это маска. Это театрализация. Значит, что я хочу вам сказать, Ольга, да? Видно, Очень что приятно. вы с образованием, между прочим. Как? Здесь как раз видно, что вы с образованием музыкальным. Как раз сейчас. Ну, я вам сейчас хочу сказать свое первое впечатление. И я делаю маленькую сноску, Ольга. Дело в том, что на конкурсе все познается в сравнении, это объективный фактор, но вы как профессионал должны понимать. Почему? Потому что когда один за одним выходит в разных жанрах, в разной индивидуальности, но конкурс имеет свое профильное, абсолютно четкое направление, как вокальный конкурс. Вы меня понимаете, как пианист-пианист. Вот. Смотрите, какая штука. Когда вы вышли не с песней, а вы вышли с миниатюрой, вы очень глубоко, серьезно копнули эту драматургию музыкальную. Ну, понятно, почему, потому что вы разбираетесь, любите это все. Это мой комплимент. У нас сегодня у вокалистов и вокалисток такая тенденция копать не глубоко. Вот нравится, поем. Понимаете? Учиться нет, у каждого своя возможность зарабатывать, свои профессии, свой образ жизни, свои города, свои там, обстоятельства и так далее. Это объективно. Вы копнули с точки зрения не в вокальный конкурс, вы блеснули с точки зрения, может быть, даже музыкального театра. Я исполняла собственное произведение и стихи, и музыка. Я сейчас говорю не об авторах, я говорю о жанре. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Значит, как я отреагировал на это в свете, будучи вот среди жюри вокального конкурса. То есть я тоже связан был с какими-то определенными, да, жанровые. жанровыми. Еще жанровая дискриминация. Я написал очень интересный образ, маска. Я написал, что это все безумно интересно, но все это не эстрада и не шансон с точки зрения приема. А что? Это миниатюра. Это... Я не могу определить. А я вам сейчас скажу. Я вообще по образованию не только музыкант, но я режиссер. Кстати, лауреат. Я лучший режиссер 2001 года, как режиссер, постановщик. Так вот я вам хочу сказать. Жанр музыкального, эстрадного или мюзиклового театра – это огромный пласт искусства. То, чем вы занимаетесь, может, вам вообще стоит идти в эту сторону. У вас это получается. Но в данном случае вас сравнивать с ребятами, которые вышли и поют от души, просто песни, это некорректно. С точки зрения, вы так копнули в другую немножко, в другой тоннель. Я вам могу только сказать одно. Это было очень интересно, это было ярко, это было продумано, это красиво. Но это не зонг даже, это не песня, это миниатюра. Куда мне податься? Это музыкальный эстрадный театр. Ну вот в Америке, например, есть мюзиклы, есть режиссеры и площадки. Ну точно не шансон, вы понимаете? Ну в данном, если бы не одели маску, если бы вы вышли просто, вот как все, в концертных каких-то одеяниях, там все, и спели свою авторскую песню, и сказали, это посвящается, вот, например, или навеяно то-то, а вы сделали театрализацию, законченную жанровую. И тем самым вы поставили себя немножко индивидуально. Вы понимаете? Я поняла. Спасибо вам огромное. Но вы молодец. Давайте Спасибо, друзья. Мы заметили,
один совет творческого человека, творческому человеку. Придумайте моноспектакль свой собственный и докажите, сейчас в интернете все можно сделать, докажите, что вы можете играть эти маски, эти роли. Пишите. Она? Да, моноспектакль. На спектакль. А если у вас есть рядом кто-то еще болтающийся, У меня так, есть то пожелайте. болтающихся много. Тогда делайте мнение труппу и работайте, и вы будете звездой. Спасибо. Это не цель звезда. Подарить любовь, радость. Вот цель. Можно еще по Спасибо поводу авторской огромное. До песни? свидания. Альбом. Давайте. 11-й. Вот альбом. 11-й номер. 11 эстрады или Шансон. шансон? Сейчас, секунду. Да, говорите, например, Вы уж эстрада, извините, я номер. болтун немножко, но я не хотел, чтобы она обижалась и поняла нас. Потому что мы, на самом деле, приехали искренне, без всяких этих вот заморочек. 11-й. Фотоальбом. Светлана Руль. Авторская, да. Фотоальбом. Вас Да, интересует именно именно. фотоальбом Да. интересует. Значит, ну правда можно говорить? Конечно. Нужно. Значит, смотрите, у вас вообще в принципе идет такая подоплека стилистическая. У вас немножко, мне не хватило вот этого народного звука немножко. Вот в исполнении, особенно зимнего танго. В фотоальбоме это ваши слова. Да. Да. Менее ярко вы исполнили, чем зимнее танго. С точки зрения сравнений. То есть вы вышли, собрались энергетически на зимнее танго. Да, но еще вам хочу сказать, это общая болезнь почти у всех. Насчет сольфеджио есть такое неприличное слово. Это частота интонации. Только что хотела сказать. Если вы выбираете песню, вы должны не только с текстом и мелодией поработать. Вы должны работать с интервалами. Потому что есть мажорные терции, минорные терции, есть тенденции вверх, есть тенденции вниз. Все понимают, о чем речь? Да. Нет? Я не К умничаю, сожалению, нет. нет. Дело в том, можно я сейчас скажу два слова вклинюсь, а потом ты продолжишь. Дело в том, что, к сожалению, мы здесь действительно заметили, что не очень точно передается мелодия. Не чисто. Не скажем чисто. так. Не попадание в те самые нотки, которые, да, люди с музыкальным слухом и образованием, понимаете, мы Это так большая привыкли, беда как слышать. камертон, да? Большая беда. И мы, к сожалению, да. Поэтому это общее место. Ты вот сейчас расхватилась и там, я расчувствовался. Ну вот смотрите, какая история. Насчет частоты интонации, это вас тоже касается, я бы вам порекомендовал позаниматься немножко частотой интонации. Вот вы берете какое-то произведение, вы ее разберите в медленном темпе, посмотрите, где как низко, где как высоко. Когда люди волнуются, они обычно немножко завышают. Есть тенденции у некоторых. Чаще всего некоторые интервалы почему-то не дотягиваются, а вот вдруг во втором припеве адреналин уже пошел, бац, эта нота влетела, засверкала, а в первом куплете нет. Артист выходит на сцену уже энергетически заряженный. А у некоторых вот эта вот кочегарка медленно зажигалась. Вот это тоже очень интересный феномен. Но я вам бы посоветовал, вот я сейчас вспомнил, приблизьтесь немножко к интонации не то что народной, вот лубковой, а вот именно каким-то таким кантиленным каким-то штукам интенционным. Вот послушайте таких породистых исполнительниц. У вас есть к этому тяга, вы, может быть, даже не понимаете. Вот, и вы, тем более творческий человек, вы пишете, попробуйте придумать свой образ, звуковой образ. Понимаете? Вы на этом пути уже далеко продвинулись, но вторая песня была, несмотря на то, что авторская, она была недостаточно энергетически наполнена после первой. Друзья, если мы будем так долго разбирать Да. каждого Ну, человека, извините. Так, давайте. Липаткин Евгений, эстрада 11. Эстрада 11. Липаткина Евгения, ветер перемен, лучший город земли. Значит, я хочу вам так сказать. Вы не угадали, ну не будете на меня обижаться? Конечно, нет. Спасибо. Я поэтому Это аванс. пришла сюда. Вы в исполнении не угадали ни одной чистой ноты. Мгм. Почему? Вопрос теперь почему. Я же не говорю, что это вы пели вне этих нот, вне этой тональности, выше, ниже, чаще ниже. Потом вокальный звук, он строится от смысловой фразы. Вот, например, там Марк Бернес не имел голоса. Темная ночь, только путь. То есть, понимаете, фраза смысловая, она дает эмоциональность и интенционный смысл. Мгм. Вы не работали
во время исполнения, я просто говорю именно во время исполнения, не работали над смысловой фразой, и отсюда у вас был раскосец. Вы не контролировали точные ноты, потому что вы не следили за драматургией передвижения текста. Вам надо серьезно подумать. И потом, вот этот немножко трудный голос, вот этот невокальный прием голоса, вам надо, может быть, взять пару уроков у вокалистки какой-то профессиональной, посмотреть, как она строит меццо-вочи, я имею в виду там субтон, да, меццо-форте, как кульминацию выйти, как открыть верхнюю гортань. Такие штуки быстро. Ну, есть в интернете, мне кажется, есть программы, уроки, в том числе. Ну да, если девушка в интернете одета, с ней можно уже поговорить и спросить, что делать. Да. Спасибо вам большое. Шансон 8. Какой? Шансон 8. 8. Сейчас, секунду. Секунду. В двух словах. 8 это Алевтина Давыдова. В форме, пожалуйста. Ой, извините, пожалуйста, да, это я происхожу. Листочки. Сейчас. Вот, Корник Юрий. Слова. Хороший день, не обижайте стариков. Да. Для первой песни у вас была очень низкая тональность. Вы нижние ноты не брали вообще. Можно я буквально в двух словах? Для вокалиста один из основных критериев подбора тональности – это их диапазон. По диапазону вы тенор. Вы взяли фонограмму, которая была, а фонограмма была рассчитана на баритон. И вам нижние ноты, вы их не можете брать. Это называется у профессионалов шубой по печке. Знаете, когда спускаешься, поешь, и вот Я извиняюсь, здесь пою нормально, а когда выхожу на сцену. Вы знаете, у взрослых мужиков это называется пойдемте к психиатру. Да? Короче говоря, я говорю... Это именно вот... Я знаю. Тональность Для меня это низко. транспонировать, поднять хотя бы на терцию вверх, в тот диапазон, вот ты даже говоришь Да. выше, понятно, чем да. ты пытался. Я сейчас продолжу по делу. Да. Значит, хороший день. Я на 1 балл больше поставил, я 2 оставил, на каждую песню свою оценку. Почему? Да, низкая тональность, да, но я написал душевное исполнение. То есть вклад вот этих тепловых флюидов здесь абсолютно было просто вот так. То есть это победа. Это победа. Но не обижайте стариков, вдруг ни с того ни с сего возникла не вот эта душевная энергетика, а просто домашнее пение. То есть вдруг ушло вот этот купол обаяния, и вдруг я начинаю понимать, что все упростилось до какого-то масштаба. Понимаешь меня? Вот о чем я Я говорю? все Не, Без у нас эмоций. сцена – это сакральное место. Там нельзя уменьшать градус контакта с тем, ради кого. А получилось так, что ты вышел вот в таком куполе, вроде бы все, ну низкая тональность, да, все не звучит, ноты не те, там все. Но это произвело впечатление. А потом уа, и все. Механику пришел. Это не механика, это ты просто снял градусы своего внутреннего эмоционального состояния. Шансон номер 2. Ясно. Ребята, Сейчас, можно я да. тоже один момент скажу, тоже почти общий. Когда готовитесь особенно к конкурсу, внимательно выбирайте репертуар. Потому что вот из 2 песен, например, раз первая песня, там какая-то вообще, а вторая песня раз и мимо. Очень важно работать над репертуаром по своему голосу. Да. Дальше. 17 номер, Серегина Карина, эстрадная песня. Эстрадная песня 17. Сейчас, секунду. Все ходы считаны. Ласточка, монолог. Да. Что я могу сказать? Ласточка, ваша песня? Нет. Ласточка, я сейчас не об этом. Это интереснейшая история. Музыка и текст, и интереснейшая история. Я просто покорен тем, как это легло в общий образ. И эта песня действительно достойна большого внимания. И монолог, несмотря на то, что равное качественное исполнение и там, 10 с минусом монолог. Почему? Вдруг стало немного простовато по восприятию, по ощущению. Вот этот контакт, опять, вот как мы сейчас говорили, он вдруг раз и уменьшился по масштабу. Надо посмотреть, почему в этой песне существует... Можно я скажу? Да. «Ласточка» привлекла внимание сразу своей необычностью. Да. Необычностью, но этого бы не произошло у нас, если бы исполнение не соответствовало точно
настроению песни. Да. Вот тут совпало полностью. Чисто И эта интонация. необычность этой песни, необычность подачи, вообще в общем контексте, когда все выходили и пели простые песни, которые мы знаем все. Да. И вдруг необычно это погрузить. На нас произвело очень сильное Да. впечатление. Это вот- А монолог это, ну, что я могу сказать? Монолог Сложно. известен в исполнении величайших Да. эстрадных певцов. Ну, зачем брать на И конкурс когда такие ты песни? Зачем? слушаешь не оригинал, а копию, ты невольно сравниваешь с оригиналом. Мне сложно, Анатолий говорит про монолог. Я с Русланом Горобцом, Царство Небесное, Это автор- был автор аранжировщиком песни «Монолог». Я 30 лет с Пугачевой работал. И очень многие аранжировки делал я с ребятами. И участвовал, и писал, и так далее, и сочиняли вместе. К репертуару Пугачевой, например, к монологу, у меня очень большие претензии, вот так вот, как к исполнительнице, но это отдельный разговор. Да, вот, да не важно, я не работала с Пугачевой, но у меня те же претензии. Просто не берите вы на конкурс сложные песни. Ну, сложно Вы в каком сделаете, смысле? да даже здесь, Это здесь сложная все, драматургия, конечно. здесь все сложно, и голосовой, и Там многослойность женских таких мыслей. По поводу первой песни, сейчас закончу эту мысль. «Ласточка» меня покорила чем? В этом аккомпанементе, в вступлении, в интро, там вот этот инструмент, который играл квинт, он там терции нет третьей ступени. А голос начинается с третьей ступени, с повышенной третьей ступени. Опять вот. И вот эта третья ступень была по сольфеджио абсолютно острая и точная. Ведь большая терция, она завышенная чуть-чуть, да, по темперации. Так вот, когда мы услышали, что идет какой-то такой риф без третьей ступени, не трезвучий, да, и вдруг пошла, и вторая гармония потом, и голос уходит в минорную терцию, вот это я помню, и я сказал, ничего Все себе. понимают. Не было ни одной ошибки. Послушай, И мы как Чистая. музыканты были Саша. поражены. Нет. ну, вот вам. Ну, я не умничаю, мы говорим на одном Вы языке. именно. Я сейчас закончу. Вот это редкий случай, когда в интро, в песне, в завязке сюжета, идет голос, с одной стороны, смысловой, с другой стороны, как инструментальное добавление в интервальный, и возник аккорд. Вот это большая победа. Очень мало кто так чисто интонирует третью ступень. Кто еще? Эстрада номер 12. Сразу номер 12. Сейчас, секунду. Алексей Люльков. Да, все. Значит, заметает зима, половинка. Я могу сразу сказать честно, как я воспринимаю. Я первый раз слушаю и говорю, ты напеваешь, есть ноты, и их много, нечисто. И я бы назвал это такой любительский свой собственный какой-то стиль. Это не профессиональный вокал. Это что касается «Заметает зима». Половинки ты тоже просто напеваешь и тоже не вокально. У тебя какая-то своя манера, но она к вокальному как бы вот искусству, профессии вокальной не имеет ничего общего. Ты как бы не в речитативе, а в таком в тонированном речитативе. Ты не выпиваешь, у тебя нет длинных фраз. Ты почему-то не пользуешься вокальным инструментарием. Я понял. Понимаешь меня? Конечно. Но ты выбрал удобный для себя репертуар, но тогда ты должен быть убедителен, как Марк Бернес, у него вообще голоса не было. Но Да, чисто да. интонировал, повторюсь. Когда он пел песни такие, даже очень сложные, там «Журавли» или там что-то такие вот штуки, он настолько точно тогда шел от текста, что это как рассказ такой, ну тонированный такой, да, в тоне. Тебе надо просто выбрать свой стиль. Да, слушай. Номер 2 шансон. Сейчас, Я секунду. одну песню Да, пел. да, я вас помню. Вы ярко очень прозвучали. Был завязан дуэт, но Да, она Марии Севчук заболела. не Она было. заболела. Да, я- вы сыграли в аккомпанементе еще с музыкантом. Да, я да, знаю, да. я А у них помню. отключился микрофон. Я знаю, но тем не менее он немножко даже был слышен. Вы играли на электрогитаре довольно убедительно, спасибо. Вот. Я могу вам так сказать. Вначале было стихотворение. Меня это сразу прошибло, потому что вы здорово прочли. Это некая такая интродукция получилась, интересная, такой какой-то даже многозначительность. Это не каждый пользует этим. А это стихи ваши? Стихи у нас поэтесса, это была цикл актриса, она написала про актрису несколько вариаций. Вы вообще знаете, кто? Вы по жанру, конечно, мощный бард. Мощный. У вас есть харизма, у вас есть вот эта интенционная убежденность какая-то сильная. Вы голосом своим дикционно
добивайте. Я очень четко воспринимал текст, сюжет. Вот ваш. Мне очень понравилось, как вы выстраиваете себя на этой сцене. Дикция великолепная, Да, доносите да. полностью текст. Вопрос о качестве Не зажевываете музыки, да. ничего. Вопрос о качестве песни актрисы. Я могу сказать, что я лично, как режиссер и как музыкант, могу сказать, что, конечно, вы хотели развернуть как бы драму очередной несчастной женщины, я все понимаю. Такой, знаете, такая культурная в упаковке безысходка, типа. Родилась красавица, а потом, как у многих, да? Вот. Но если вы играете в драму, вы должны предусмотреть кульминацию смысловую. Либо чтобы народ ревел, либо сказал, нет, мы ее спасем. Нет. Это, понимаете, вы к чему привели? Вы такую историю рассказали, а к чему вы меня привели? Ни к чему. Если вы делаете сложные драматургические сюжеты, ну а для чего? «Война и мир», там есть пару мест, от которых в школе рыдают. Ну, Еще 2 четверостишья я просто не рассказал. Наверное, надо было бы. Не знаю, это ваше право. Нет, я понимаю. Знать по форме. Содержание не вывело меня на собственное ощущение, ради чего я посмотрел эту «Войну и мир». А вы просто рассказали и не дали мне намека, плакать или смеяться. Я вам ответил? Да. Спасибо. Шансон 14. Шансон 14. Культурно вежливо. Следующий у нас девушка как раз. «Северяне», Москва-театр. Правильно я говорю? Троцкин Игорь. Вы знаете, в песне «Северяне» есть только один затык, который мне совершенно сломал меня, и мы говорили об этом. Очень много слов. Очень длинно. Очень длинно. Там всего 2 куплета и 3. Ну, вы пели не Там 3. 2 куплета? Вы не 3 минуты пели. Вы пели не 3 минуты отнюдь, сказала графиня, отошла к окну. Так вот, вы, конечно, очень такой интересный бард. Здесь, наверное, главный текст, хотя у вас, знаете, вам Бог дал хороший голос. Вы тенор, причем очень чистый. И вот если вы играли в семиноре с этим каподастером, да, в семиноре играли, то у вас все время фа диез и соль там все время наверху было. Это такие переходные ноты для тенора, а вы звучали очень убедительно в этой тесситуре. Нет, соль это уже устойчивая. Вот фа диез Ну, переходная. Не фа диез, соль, да, вот эти все. Но я вам хочу что сказать. У вас вообще голос значительно тавтология, чем тот репертуар, который вы нам сегодня показали. Вам надо подумать с таким шикарным голосом, что делать. Тут есть небольшой, Как его можно- презентовать публике лучше? Репертуар нужно. Виктор записал, я сейчас уже прослушал, да? Да. Особенно вот Москва, вот я не знаю, это может быть аппаратура, как-то глухо прозвучал мой голос, потому что я вот буквально совсем недавно выступал в ДК «Солнечного», у нас ходит соло, и там совсем другой голос был. Можно я вам более скажу звонкий такой, неприятнейшее- какой-то глухой. Неприятнейшее известие. То же так самое, сказать, вам лично. я не знаю. Пока нас никто не слышит. Дело в том, что мелодически первая песня и вторая начинаются одинаково. Это и есть такой поход. А зачем? Вопрос. Ну, Зачем просто- Казе Баяна, она и так веселая. Если одна песня уже есть, вторую сделайте другой. Почему вы подряд одинаковый мелодизм включили, и включилась какая-то легкая аранжировка? А Просто зачем? у меня минусовка только на Москву пока есть. И потом, Продолжили. Какая на разница? гитаре. Там была бы минусовка, вообще были одинаковые. Вы играли на гитаре первую песню, да вообще достаточная аранжировка. Вы замечательно играете, аккомпанируете, и с этой штукой даже все звучит так интересно. И зачем-то вы запели ту же самую мелодию в другом тексте и пошли какие-то барабашки. это правда, да, я об этом думал. Ну а Давайте зачем? дальше, вот девушка у нас красная. Извините, да. Шансон четвертый участник. Шансон четвертый? Это эстрадная песня, сейчас, секунду, тут, знаете, вот, о, тут такое, знаете, вот это вот. Шансон четвертый. Четвертая, не поверишь. Жагарин. А, Мотарика. О, давай. Я по предыдущему оратору хочу добавить. Игорь, несмотря ни на что здесь сказано, первое, что обратило внимание на вас, это ваш голос. Поэтому предложение Александра по поводу репертуара, который бы лучше раскрывал ваш голос для публики, остается в силе. Конечно. То есть вам надо торговать
голосом. Торгуйте собой. Поверьте мне. Подороже. Потому что Продайте. голос это такой товар, который Господь не всякому. Это говорит человек с необычайным голосом, вы сегодня увидите на концерте. Марина, Нет, а у меня я серьезно говорю. есть потому кое-что что, сказать. да, Вы у вас Франц- лирический тенор очень яркий, Да. и вы интонируете идеально. Это Да. два качества, Ну, которые идеально. даются в сочетании не всегда. Концовка песни. Бывает, Господь дает голос, не дает слух. Бывает наоборот, дает слух, не дает голос. У вас есть Потому такое что свои другое. песни передаешь, поэтому Понимаете, и немножко отобраться. вы, конечно, я понимаю, вы любите, как бард, писать и петь свои песни, но в данном случае ваши песни меньше, как сказал Александр, меньше, чем ваш голос. Это шансон. Ну все, сказали, она молодец, но она молодец, она уже взяла. Дальше. 7 шансон. 7 шансон. Если вот это, Да, теперь вот это. А подожди, мы про золотую рыбку что-нибудь сказали? Виктория. сейчас я вернусь к рыбке золотой, это Сейчас, цифра. подожди. 7 шансон. Виктория. Каримова Виктория. Ага. Фраер сигарета. Это что, седьмой шансон? Да. Фраер, Сейчас, сигарета. извините, пожалуйста. Сейчас. Ну давайте вернемся. Ярко, харизматично. Но пережимали там в определенных местах, Вот шансон. понимаете, вот тоже почему-то, когда вы хотите теперь делать форта, когда непрофессионально, получается крик. Потому что пению нужно учиться, вокалу нужно учиться. Конкретно. Значит, мне очень было забавно на фраере. Почему? Актерски действительно неплохо, но вот про этот стиль, про круговский стиль и вообще про вот эту эстетику, ну не важно. Да, ну я просто говорю, да. Это все очень интересно, но когда это исполняет женщина, это совершенно читается по-другому вообще, абсолютно. Потому что я с Мишей был, мы товарищи были с Кругом в свое время. Я же как Кощей Бессмертный, я, знаете, давно уже живу. Вот, что тоже забавно по себе. Так вот, там по-другому была мотивация другая вот этого жанра вообще, в принципе, особенно. Теперь я хочу сказать, что актерски вызывает большое уважение. Внутренняя вот эта подготовка. А вот сигаретка, она мне показалась намного интереснее по воплощению на сцене. Образно. Единственное, что, почему первую фразу в припеве надо кричать в 2 раза громче. Вот то есть идет громкость, вот как диаграмма идет. И вдруг первую фразу, а потом и я подумал, что это случайный микрофон. Нет, это повторялось в репризе 4 раза. Зачем? То есть я это не понял. А это, знаете, вот когда Льву понравилась еда, и он задремал, вдруг на века его приподнимается. То есть зритель на такие вещи реагирует не так, как вам кажется. Это не выброс эмоций, а это тревога какая-то. Надо петь в одном звуке. Попробуйте не делать громче, а делать это эмоциональнее. Форт это отдельно. Можно Нет, я тоже забор. добавлю? У меня есть замечание по поводу вашего выступления, то есть я записал тоже. Первое, что я написал, знойная женщина. Все-таки ты Поним- открылся, да. Да, понимаешь, ты нас такой несешь образ в этой песне, в первой фраере, да, который не требует усиления никакого. То есть, но ты пытаешься еще усилить этот образ провокативным текстом. Там текст провокационный. 100%. И из уст такой женщины я бы его не хотел слышать. Понимаешь, что немножко ты пережала вот в театрализации, да. И То есть одеть образ на себя, это было смелым поступком. Да. Я примерно... Можно? во второй песне было как бы более спокойно и от этого более гармонично. Позвольте тут Конечно, немного. конечно. Ну вот песня Михаила Круга, Да. ну, насколько я знаю, что это исполнение от проститутки Ниночки вокзальной. Вот, то есть первоначальная эта история. Это Поэтому... первое. Но вы не тянете на это? Нет, я понимаю, я же на сцене как бы от ее лица, поэтому... А вы какой номер? Ну 7-й. вот. Вы знаете, проституткой быть сложно. Да, я считаю. Подождите секунду. Сложная работа. Все, что я говорил сейчас, относилось к вам, а не к вам. К вам. Да. Да. Ну вот смотрите, Знойная женщина и Да. провокационный текст. Хорошо, относилось к я вам. вам отвечу насчет Тверской всей этой атмосферы. Там в те годы действительно, когда мы были молодые и ездили,
там половина города были бандиты, ну, можно уже говорить, а половина города удивленные люди, да? Смотрящие на все на это. И я был в Лазурном в этом ресторане, когда вот все те, которые потом и грохнули Мишу, гады, их живых уже нет, один на пожизненно. Я с ними сидел за столом. Я же не знал, что они бандиты, но мы были молодые. Понимаете, история Мурки, в принципе, как прообраз, художественный как прообраз. Если вы посмотрите, как воплощается это большими корифеями режиссеры и сценаристы, как это написали про Мурку, это вообще трагическая женщина, у которой не было бравады, что она такая. Она ушла в этот поток каким-то бессознательным образом, понимаете? Она неосознанно, она и не проститутка. А вот взяли пример с какой-то девицей там нахальной, которая ходила там по ресторану, все. Это просто внешний такой, знаете, слепок отпечаток. А вообще на самом деле тексты трагические. Потому что женщина, которая идет в это осознанно, ну нет хорошего финала в жизни. Еще я хотел добавить по поводу сигаретки. Наташа Лапина, автор этой песни, это моя подруга. И моя тоже. Да, она наша подруга. Наша подруга. Вот. И ее образ в этой песне читается очень сильно, но не у тебя, а вообще, когда ее она... судьба. Ее судьба, да. Она, когда она поет эту песню, и она такая, знаешь, она женщина с тяжелой судьбой. Безумно, особенно в американский период. Да, можно сказать, с тяжелой судьбой. И у нее в пении, в исполнении, почему я об этом говорю? Потому что я не могу просто так отвлеченно слушать в исполнении, допустим. Я все время сравниваю с Натальей. У нее в исполнении этой песни присутствует цинизм и неверие. Да. А у тебя было такое, знаешь... Ну, бравада какая-то. Да, такое самолюбование, понимаешь, и такое томное сиборитство. Но это я тонко. наслаждаюсь жизнью. Ну, ты красивая женщина, понимаешь? Это понятно, почему это происходит в твоем исполнении. Но у нее, она тоже была очень красивая женщина в молодости. И, ну, это не спасло ее от всяких трагических поворотов ее судьбы. Наташка выплыла из американской трагической истории замужества. И она приехала сюда, и она здесь тоже потом потерялась. Сейчас, по-моему, она уехала. Да, ну давно. Она сейчас Она операция. у меня жила. Ну, У кого еще вопросы есть? Последний вопрос, прям чисто для себя. Вот в песне Фраер, то есть мне как спокойный образ. Вообще лучше вам ее не пить. Но нет, если можно я скажу? то- Мое ощущение. Кроме этой песни ничего Не, я не об этом. Это выбор каждого человека, выбор каждого. Если вы называете Тут как раз и получается. Не все подходит, а понимаете? не как Не играет может кто-то играть королеву, хотел бы, не может, Вы да? немножко Может кто-то питали играть это как такую же яд женщину. подделывается. А то Это нам, я кажется, номер, надо сыграть эту мадам легко, водевильно, не опускаясь на личностные переживания, сопереживания. Мне кажется, что вообще вот такая тема, вот в это, вот во все, вот в это, во всю, в это, надо играть жанрово, немножко опереточно-комедийно. Вы выглядите чересчур благополучно для такого Поэтому Вот не это стоит тут это как раз сразу, и не надо. получается Не все подходит, обман. понимаете? Не может кто-то играть королеву, хотел бы, не может, да? Не может кто-то играть вот Давай такую вернемся к четвертому женщину. номеру. А то я ее Четвертый номер эстрады. Смотрите, а еще у кого-то есть Шансон. вопросы, потому что, может, где-то что-то ответили? Ребята, у нас сейчас... Давайте мы вот еще двоих, потому Ну вот что четвертый номер мы не ответили. здесь как-то Золотая рыбка, мы не ответили. Не ответили. Мы игнорировали это, мы перелистнули. Потому что вы показали пальцем. Значит так, рассказываю, небо и золотая рыбка. Я вам хочу сказать, запевы вы спели замечательно в первой песне. Но, когда вы начали петь припев, вот эти небо, вот эти две ноты, во-первых, не чисто. Потом вы возвращаете с верхней ноты дальше, на первый слог, он еще ниже. То есть вы не интонируете припев, только в третьем проведении вы спели верхнюю ноту ба, вот этот слог, не ба, абсолютно точно. И поэтому у вас выстроилась по сольфеджио вот эта следующая фраза, то есть вы ее поете с низкой позиции. А нужно петь ее здесь. Не Но вас ба. реабилитировала полностью золотая рыбка. Да, золотая рыбка. Полностью реабилитировала. Но тоже не чисто временами. Но Ну нет. намного лучше вы спели золотую рыбку, и мы это все вместе отметили.